Покажи, это пистолет, походу. Он получает, блин, там состояние должно быть еще круче. Отходи, отходи, Миша, отходи быстрее. Отходи, отходи, Миша. Ребята, забудьте, как выглядит этот блиндаж. Через некоторое время от него останется только огромная яма. Вот здесь торчат стойки. Блиндаж довольно-таки интересный, гораздо меньше, чем предыдущий. Стены стоят. Скорее всего, не копан. Сегодня мы постараемся его взбодрить. Туристы только-только ушли вчера, поели, засыпали нам блиндаж. И тут, получается, в стене немецкий котел лежит, либо крышка от него. Не могу понять, что такое. Ох, это подсумки, что ли? Нет, резина какая-то. Ну, может, бахилина немецкая. Как обычно, Юра. Ну, у них бывали такие, часто в блиндажах. Как обычно я, сам знаешь, с лопатой-то. Доработал уже? Конечно. Не дай бог, ты ложку-вилку найдешь. А, железная. Железная ручка. Угу. Поэтому котелок туристический, даже по цвету можно определить. Ну вот. Не будем его, наверное, чистить, а что потом помоем. Внутри-то, да, внутри. Даже кушать можно с нее. Это сразу о еде. Ну а что ж. А что котелок нашел? Сразу думаешь о чем? Только о еде. Там дальше не знаем, что идет. Вот это. Какая-то резина. По-любому бахилу, мне кажется. Ребята, это немецкий ОЗК. Представляете? Еще гоним. Если бы я вот чуть-чуть лопаткой не доработал, как обычно. Ларик, ты говорил, тебе сегодня ОЗК нужно были? Не может размер. Как? Нормально. Надо забирать в музей. Огонь. Не надо делать. Не надо. Помой не могу. Смотри, я не вижу. И вот, ребята, начинается у нас блиндаж с некой находки. Я еще сам не знаю, что это. Ох, красотка. Это, ребята, бакелитовый стаканчик. Немецкий целый еще, небось. Как я их люблю, они попадаются, но они бакелитовые, они гладенькие, нержавеющие. И металлоискатель их не найти. Да. Самое главное, немецкий бакелитовый стаканчик. Краски на фляжку есть. У меня железный ремень короткий, но с этой как раз пойдет. Ночью пропадет стаканчик. Ну, фляжка потом у меня будет болтаться. Потом скажет, я купил где-то. Вот такой стаканчик. Кстати, он намного удобнее алюминиевого, потому что алюминиевый нагревается, как собака. О, он подписанный, кстати, по-моему. Не, именно подписан. Есть там эти инициалы какие-то. W, точнее. Есть прорезь под ремешок. Он сверху идет, прижимает этот стаканчик. Но глина здесь красивая, синенькая. А где он лежал? А, он вот здесь. Вот. Не на полу, получается, да? Нет, плавал. Ох, огонь. Нас впереди ожидает интересное приключение сегодня. Вот такой ремешок прямо из блиндажа, свеженький. Цвет до сих пор коричневый еще. Потихонечку потрогал. Потрогал? Да, сразу понял. Он получает, блин, там состояние должно быть еще круче. Только вверх не поднимаю. Ага. Ох, он должен быть вообще, алюминий должен быть огненный. Какой-то он странный. А, подожди, а нет. Все хорошо. Ох, красота. Сама лопатка-то есть чуть-чуть. Да, но состояние у него алюминий с такой глины прекрасен. Там у него форма. Не мятый, да? Ну есть чуть-чуть, есть, конечно. Лопатка тоже неаккуратно. Как-то странно убились уже. А Юра, тут и палки мешают, тут непонятно. Угу. Тут, как ты знаешь, идешь, вон, видишь,
Я одно только нащупал. От того, наверное, от крышки. Вот он год, 40-й, то же самое. На крышке тоже, да? Не, на крышке-то я не забыл, я что 40-й я другой что-то находил. Консерву 40-го. Мгм. Сейчас еще ополосню. Продолжаем. Блиндаж жилой. Сейчас померим. Значит, так вот Ларик нашел тут баночку с кремом. Ух, там то ли глина. Нет, какой-то крем есть. Пахнет маслом. Видимо, солидол или что-нибудь такое было. Что же мы тут видим? Идут две стенки. Это угол у нас стены. Там крышка от ящика, от миномета 80 миллиметров. Представляете, сколько еще до пола? Потолочные бревна, всякие доски. Ну, столько стоек, палок и всего там. Вот. Перекрыть. Ну, видимо, здесь какой-то мощный блиндаж был. На досками бревна идут в 2 слоя. Только потом пол. 3 слоя получается. А ты, Ларик, жаловался, что там переехал, и нужна мебель, что в Икею надо ехать. Есть идея, обращайтесь к Ларику. А где третья нога? Куда ты? Догадаться несложно. Точнее, еще 2 ноги. Нет, 3 ноги есть. 3. Ладно. Юра просто у нас реставрирует мебель. Очень хорошо. Какой? Есть один способ реставрации. Закидываешь в воду, вспоминаешь через полгода, что там вода уже высохла, и выкидываешь все это Еще дело. просишь веревками обмотать все это, пеньковыми. В общем, какой-то ящик совсем дохлый был. Мин. Немцы сделали из него столик. Подмин. Ну, из-под мин, да. Ларион нам докладывал, сначала стол достал вот этот. Говорит, на столе что-то стояло. Как будто бы стояла. Сало. Вот это Ох, сало. ох, это большая банка. Самая большая. Самая большая, это вообще огонь. На самом деле рано пока о чем-то говорить. Она крепко сидит. Посмотри до дна, внутри докопайся, целая она или нет. Не до дна, вниз. Я понял. Вниз. Понимаешь, что вот это вот... А, нет. Или ты боишься этого? Ты боишься узнать, что она треснутая? Она не треснутая. Думаешь? Крышечка-то, помнишь, была? Ну, у нее дно, по крайней мере, внутри на ощупь она нормальная. В музее в нашем Василе отлично. Ларион хотел с нее пепельницу сделать. Что-то Я думал, хотел пить с нее. Что-то еще зацепило Ларион. Ну, это я уже точно потом оставлю. Да. Сохран. Шлем хочу. Ох, какая она красивая. Надо бы ее пошатать. Блин, что это такое там? Правда, что-то интересное. Ларик, ты опасный человек. Да? Лопата, Юра? Не сломал? Ох, Миша, ты посмотри. Фух. Не загораживай головой своей, Ларик. А помнишь, у нас крышку кто-то паром шарахнул? Без воды все это. Неинтересно. Ну, пока вытащишь это, потом помоешь там, а потом сверху. А, ну да. Вода отстоялась более-менее. Что, ничего не налипло на нее. Что странно, не на полу получается, или как? Или пол там? Ну смотри, она лежала. Вот стол, ножками туда. Но стол, значит, на полу, Миш. Она Значит, здесь донышком пол к ней, здесь. а боком к полу, потому что лежит-то она на досках. Стол-то по-любому не может быть Стол лежал на на боку. крыше. Он по-любому, ну где-то. Пол-то под ним, под столом сразу. Ох, какая красотка. Жалко без крышки, да, Ларик? Ну не торопись. Крышку я сломал. Помнишь, на том блиндаже? Можете будет и крышка.
Хотя... Крышку у меня, Ларик. А на дне что-то написано, как обычно, бакелитовые штуки. С внутренней стороны, наверное. С внутренней, может, что-то и... День бакелита, стаканы. Какой ожесточенностью Ларик показывай. Мне кажется, это доп. Ремешок, так называемый. Допник? Да. Либо фляжный, либо додопник. Ну да. Да, это с игрека. Ну, для котла. Ну, помой, подожди, помой. Во, это к моему котлу как раз, который я нашел. Да, точно. А? Тут все в работе. Уже даже не разговаривают, то что у них в голове только немецкие котелки и другие находки. Помазок, да. Латунный, что ли? Да. Блин, классно. Охрененно. Ну, раскручивается. Должен, по идее, но я не пробую. Латунный с клеммами. Я особо не увидел. Огромная стойка. Дальше. Вот такой латунный помазок. На нем мех менять можно. Ну да, он такой сменный у него здесь. Нет, боюсь, что нет. Ну ладно, крути, я потом дам. Я тебе сдам. Газаев латунь услышал, говорит, сразу сдать надо. Не, он уже крутит, сломает, а куда он уже ломаный. Покажи, это пистолет, походу. Лучевая Да, была. это пистолет. Только деревянный. Была, ребята, пила такая. У каждого, наверное, еще в сарайчике где-то лежит подобное. Сейчас помой, посмотрим. Смотрю, у вас там квартирка уже образовывается, коридорчик такой. Да, вот здесь кухня будет. Вот такая ручка. Классная. Ну да, можно подумать, если в глине окапываешь, ох, пистолет. Но нет. От немецкого противогаза пятачок. Газаев говорит, зачем-то они им нужны, складывают сумку. Вот такие фортификации, здесь идут стены, стойки, пол идет. Все есть. Все сохранилось, правда, по мнению Хотел протереть. некоторых, дерево не сохраняется никак, никогда. Это невозможно. Это все обман. Все обман. Мы блиндаж построили, потом закопали. Взрыв мозга у людей, представляешь, происходит? Разрыв шаблонов. Вот, ребята, это у нас таблетки для обеззараживания всяких штук, например, оружия, себен. Некоторые позиционируют это для обеззараживания воды, но это не так. Это редчайшая находка. Это патроны 7,92 на 33 Курц. Всякие машин комбайн, СТГ питалась данными патронами. Сейчас помоем. Остатки бумаги, да? Бумажки Да, лежат. бумага, упаковка. Жалко, конечно, они подгнили. И вот лесенка такая, представляете? Сделанная из деревянных колышков. Немцы оборудовали себе лестницу. Вход в блиндаж для комфортного проживания. А вот и прекрасные тюбики пошли. Наверное, это зубная паста очередная. Хотя по размеру поменьше, чем обычно. Так, у нас находочка очередная. Бритва, что ли? Да, бритвенный станок. По-моему, он не металлический. Он латунный. Нет. Пластиковый? Ну, бакелитовый. Ох, какой он классный. Почти новый. Кстати, мне бриться нечего. И проголодался, и кушать нечего. Ложки там нету. Попало, шеф. Все пропало, шеф. Блиндаж заваливается. Так, ребят, смотрите, насколько выперло стенку. Это еще в те года.
Ребята тут подмели, как бы не провалиться тут в щели-то. Там глубоко. Проломлено. Внизу водичка. Там глубина. Мы специально сделали, чтобы вода... весь туда уходил, двухметровый. Все находки будут под полом, знаете где? В коридоре. Ну, конечно, в коридоре будет. Телевизионная комиссия по приему плотин. Хватит, падает. Красота. Но там еще бы в углах, конечно, надо будет. Последние бревна, по крайней мере, вынуть. Вот такой блиндаж. Как он был в 40 каком-то году. Не падает. Понимаю, да? Ох. Вась. Да. Доски. А кто воду качать будет? Я думаю, что надо кому-то отойти отсюда. Да не, нормально. Развернемся. Вась, Доски, проход вот туда. такой патрон 7,92 на 57 Маузер. Временем Газаев собрал вот такую планочку красивую. И сказал, что все ему писали ВКонтакте, он будет всем макеты рассылать. Ага. О, красивая. Красивая была. Я развернул, она была свернута. Я надеюсь, вы поняли, что это ема. Увидите надпись. Маузер К-98. Это, ребята, очередной сыр. Немцы тут жировали, ели сырок, намазывали его на булочку. А потом пришли наши и вломили. Ой, смотри какая. Какая хорошенькая. Давай-ка промой другой щеткой, она сверху у тебя. Щеточка такая, как новая. Ага. Да, Ларик достал разгрузку. Y так называемый. Так, что не хватает? Да, все хватает. Почему ты говоришь почти все? Почему чего-то должно не хватать? Ты говоришь почти все. Ну, на тот момент было еще не очевидно, что почти все. Это деревья. Надо расшатать. Вот. Давай, переверни ручками. Ох, смотри, я же говорю, что немного ее покислила. С одной ручкой случилось что-то. Ничего не случилось. Не-не-не, все нормально. Ничего не случилось. Ну да. Вот, все нормально. Тогда просто... Я люблю с двух пить. Немножко Не, ну подмёл. видите, я выгну, причем, я так понимаю, это специальный сгиб. Не, думаю, просто я... Они так и должны быть. Ну да, чтобы... Она... Ну да, кол. Call? Call. Call me. Call. Call me later. Да, call 40. Плохо видно. Ну такой, ребята, алюминиевый стаканчик. Только Газаев рассказал, как с них плохо пить. А он уже показался своими Он краями. сразу привет сказал. Скорее всего, он не дырявый, но немножко подмятый. У него Вот такие на сегодня находочки. Пороховая банка, 2 манерки, одна бутылитовая алюминиевая, вторая котелок с крышкой, Y разгрузка и много всего по мелочи, что сюда не попало. Всякие мыльницы, крема. Вот, ребята, это Y, так называемый, немецкая разгрузка. Полная в сборе. А вот там нету крюка. А тут мешочек от чего, Варион? Тот непонятно, плотный вкус. Вот она, портупейка. Как только не называют. А, ну да, здесь затачки есть. Но остальное ему, конечно, досталось. Что вот, немцы тут сидели. А вот Андрей дождался. Да. Ларик. Манерочка. Меняю на ложку-вилку. Мы и так у тебя его заберем, не переживай. У нас их мало целых в музее. Как правило, или кокос Африка. Красиво.
он понтовый, они выносили. Вот такой немецкий стаканчик для фляги. Здесь он уже второй. И на этот раз целый. Находился под полом. Как он туда попал? Кстати, небольшая трещина есть. Наверное, поэтому и попал. Но он, по-моему, треснул как раз из-за того, что он вмял его туда. Растоптали. Поставь! Блин, Быстро! я так крикнул, я... Блять! Вася! Не крикнул, доску возьми! И ставь! Ты что орешь, что ли? Больно, потому что! Что, Канте, ее надо сюда. Дарья, убери ручку. В грунт ее втыкай уже. Не, она в грунт, наверное, не в доску. А где больно, Миша? Все? Да. Шо, Канте, ну а что что-то поставить? Сейчас Мишу завалят, придется новую распаковывать. А новую будет 1,5 месяца с Китая идти. Ты ходишь по тонкому льду? Отходи, отходи, Миша, отходи быстрее! Ходи, Отходи, отходи, Миша! Лопаты все на месте? А я, заметьте, я первый успел сказать. Лопаты-то все на месте? Еще бы А секундочку. там сверху горят. Нет. Что значит нет? Охренеть. Да, я спасся чудом. Я только проверить успел последний сигнал, проволоку достать. Блиндаж нам показал тарелку. Целая, что ли? Не знаю. Подожди-ка. Я просто увидел, думал, колотая, а тут смотри. Ну, я думаю, колото, здесь все колото. О, смотри. Кай, дай маленькую лопатку у тебя под ногами где-то там. Ты прикинь, как надо подложить, чтобы после обвала так все раскрылось. На крыше тогда? Аккуратно только. Она с этим самым, я вижу, она с орлом. Нет такое зрение. Я через глину могу смотреть. Я вот о чем и говорю. Мне такое зрение. Оп, переворачиваю. Ох. Рисунку смотри, а там порох лежит. Да. Дай. Ведерко. Не, а глину можно отодрать. Да, да, да. Не свети так. Или выключи. Мне показалась звезда. Показалось, что она Постанова, говорю, 100%. Естественно. Обвал, блин, а. Сначала закопать. Нет, показалось мне, что она советская. А осколки есть у меня отколоты немножечко. Поэтому ее выкинули. Ага. А вот, ребята, и крышка. То есть у нас обвал показал сразу же тарелку, крышку. Даже не знаю, может реально здесь запаха. Здесь, вот здесь то же самое. Мне кажется, запашка тут, поэтому здесь... Видишь, какая глубина? Ну, запашка, наверное, или думаешь, в крыше просто. Крыша. Ну, крыша-то крыши. Накидали на крышу. А что, прибор не возьмет на такую глубину. Ну, смотри, какой. Не, ну я так. Ходят Мы брал, мы показывал, что здесь берега. Еще одна манерка, ребята. Какая? Охренеть. Пластиковая. Бакелитовая, охренеть. Наконец-то мне хороший достанет. Да успокойтесь. Со стекла попьете. Вот Да. именно. Ладно. Это просто капец какой-то под вечер тут. Началось, походу, придется весь блиндаж по бокам скапать. Я вам советую начинать скоро. Сэр, давай. А я советую посмотреть, что осыпалось. В том числе. Посмотрите, что осыпалось. Ладно, все, чел, Это тот случай, когда на крыше блиндажа... Кто там говорил, Миша, крышу проверь? Не, в Сейчас комментариях. еще он скажет, что он специально задумал обвалить, что здесь. Не. Я говорю, нет, человек прям пророчил. Представляете, ребята, алюминиевая манерка, а внутри нее бакелитовая. Где-то, может, и котел тут есть. Может, тут и лежит. Миша, оцепляй район, никого не пускаем сюда. Да, такого еще не встречали, чтобы бакелитовый стаканчик был в алюминиевом. Еще и на крыше блиндажа. А там, по-моему, еще котел. Вот это что? Вон, вот это. Камень. А, это камень. Камень на крыше лежит. За что? За хобот. Аккуратно. Тихо. О, Одной петельки вроде нет. да есть обе. Они просто Нет, одна нет. сломаны. Да, одна есть. Будем Кругленькая. надеяться, что стаканчик не лопнут. Да нет, целый вроде. А само-то целое вроде как. Я имею в виду пластиковый бакелит. Да еще вынь попробовал. Он треснут. Сдавило его. С этой стороны. Нет? Не вижу. Пальцем проведи по кругу. Не увидим сразу.
Ну, Я не трещину не чувствую. наблюдаю. Ну, я бы не стал такого. Вот так? Не надо. А вот и целехонький стаканчик. Надо только помыть. Ой, внутри, смотри, какая там. Да, я специально повернул. Чистейший алюминий, сухой. Маленькая дырочка. Ничего страшного. Не А он будешь, ты, специально говорит, чтобы Газаев не забрал. не будешь ты пить чай из манерки. Запаяем оловом. А олово это вредно. Аргоном. Кстати, а разве такие у него заклепки обычно? Так вот. Мне кажется, что не так обычно выглядит. Для глючу. — 36-й год, ребята. 80 лет прошло. Даже больше, 82 года. К этому алюминиевому стаканчику. Как этот стаканчик? Целый? Полностью. Без трещинок? Да, еще и подписной, походу. Да, подписной. Что пишут? Не знаю. Но что-то написано царапано. Видишь? Угу. Как буква H в круге. Вышло. Жалко, это стальная. Газаев заменит. Была бы сейчас внутри ложка вилка. Да. Это было бы вообще эпично. И вот такая крышечка от котла. Как часто здесь встречается ручка стальная. Не знаю, чем мы так делали. Может быть, ручку они делали для того, чтобы тепло не передавалось так быстро Да на нет, ручку. на самом деле, потому что алюминий вогнется, если мне побольше положить еды. Ну, либо чтобы не передавалось тепло. Ну, может, все одновременно. Сразу из воду пройдет. Полоски такие, видишь? Ну, вижу. Но я все равно эрдопник. Это, Юр, по-моему, циферблат. Не, вряд ли. Да, цифры что тут делают? Двойка. Точно. Это циферблат. Походу циферблат. Либо часы были, либо спидометр ходит. То, что это циферблат 100%. Жалко, железный. Ух. Вот это находка. Дерево, смотри. Я стараюсь аккуратно. Ветка лимона, насколько я помню, должна быть. По лицевой стороне, конечно. Да, вот такая переносочка для снаряда, точнее, вставка. Чтоб с ним бед не происходило во время транспортировки. Вот они, всякие мелочи. Но было интересно.